Привет! Сегодня с вами поделюсь рецептом азиатской кухни. Это гречневая лапша с курицей и овощами. Получается действительно очень вкусно, поэтому присоединяйтесь, сейчас покажу, как я это буду готовить. Для этого рецепта мне понадобится курица. Буду ее готовить из филе бедра. Я уже курицу помыла, обрезала от всех пленок. Сейчас мне осталось ее только нарезать. Резать буду я курицу на полоски. Сейчас покажу, какие полосочки. Примерно. Как-то вот так. Поэтому нарезаем курочку. В принципе, можно взять любую часть курицы, можно взять грудку, но с грудкой будет посуше, нежели чем с филе бедра. Поэтому на ваше усмотрение, пожалуйста, любую часть. Также можно и свинины готовить. Это на любителя, в общем. Поэтому нарезаю курицу и дальше покажу. Здесь у меня где-то, чуть больше полукилограмма. Далее эту курицу я буду обжаривать на сковороде с растительным маслом до готовности. Разравниваю курочку. И оставляю жариться. Уже схватилась. Теперь аккуратно перемешиваю. Из овощей я использую перец и баклажан. Нарезаю баклажан на кружочки. И также кружочками я буду обжаривать. После эти кружочки я порежу на полоски. Потому что курицу я нарезала на полосы. Соответственно, все овощи желательно нарезать также полосками. Овощи буду обжаривать по отдельности. То есть сначала пожарю баклажаны, далее пожарю перец. Ой, как отлично поджарилась курица. Сейчас я ее перемешаю. И пусть поджарится еще с другой стороны немного. И будем выключать, чтобы ее тоже не пересушить. Чтобы курица была сочная. Лапша получается очень вкусная. Любителям азиатской кухни точно зайдет. Поэтому обязательно готовить. А кто приготовит, можно потом в комментариях написать, кому действительно понравилось. Курица готова. Сейчас я ее перекладываю в тарелочку.
И в эту же сковороду я отправлю жарить перец. Перец я буду жарить до готовности. И также его я подсолю, но совсем немного. Перекладываю готовый перец к курице. Далее на очереди баклажан. Для баклажан добавляю немного масла растительного. И сейчас буду обжаривать. Жарю. Примерно до такого состояния надо обжарить баклажан, чтобы он был красивый, золотистый. Обжаренные баклажаны я буду складывать отдельно на тарелку с бумажным полотенцем, для того, чтобы впитался лишний жир. И потом уже, когда он остынет, я его нарежу. Воду на лапшу также совсем немного подсолю. Где-то половина от нормы. Вот, посмотрите, пожалуйста, почему необходимо выкладывать баклажан на бумажное полотенце. Посмотрите, какой след от масла. Поэтому желательно, чтобы лишнее масло ушло, выложить его на полотенце. Далее закидываю гречневую лапшу в соответствии с инструкцией, которая написана на упаковке. У меня в упаковке вот такие 4 штучки. Я буду использовать, наверное, 3. Не получилось. Ну окей. А я и не снимала кулема. Дальше я подготавливаю баклажаны, нарезаю их полосками. Вот такими полосочками. В принципе, можно было и сразу перед обжариванием нарезать баклажан полосами, но мне не нравится, он очень часто распадается. Поэтому я всегда сначала обжарю кружком, а потом нарезаю. Вы делайте, как вам удобно. Вот что получается. По инструкции лапша варится у меня 5-6 минут.
И потом ее необходимо обязательно пролить водой, промыть. Далее в сковороду отправляем уже нашу обжаренную курицу и болгарский перец. Это все теперь нужно прогреть. И также баклажан. Дальше сваренную лапшу я перекладываю вот в такое сито. Перекладываю руками, у меня нет другой, вот немного в ней неудобно. Надо что-то купить. И обязательно промыть холодной водой. Необходимо какое-то время для того, чтобы лапша стекла. Минут 5, я думаю, будет достаточно. Пока стекает лапша, я добавляю 2 столовые ложки устричного соуса. И хорошо перемешиваем. Соевый соус. Добавляю на глаз, потом по итогу буду просто пробовать. Лучше добавлять понемногу, потому что добавить можно, если не соленый, а вот если пересолишь, уже не избавиться. Все, я немного прогреваю и буду добавлять лапшу. Завершающим этапом этого блюда будет добавить пару веточек зеленого лука. Сейчас я его мелко нарежу и покажу, как подавать. В идеале, на мой взгляд, добавить еще пару лепестков острого перца чили свежего. Но, к сожалению, у меня его сейчас нет. Вы, если будете готовить, если любите остренькое, советую добавить. Сверху я присыпаю зеленым луком. Немного кунжута. Готовьте собу с курицей и овощами. Это действительно очень вкусно. Пишите в комментариях, как у вас получилось. Всем желаю приятного аппетита. Скоро увидимся.